Донат, донат, донат. Донат остается извечной темой для споров для игроков в различных играх, и eFootball не исключение. Да что уж говорить, у ближайшего конкурента в лице FIFA эти споры идут уже далеко не первый год. И теперь к FIFA присоединились и Konami со своей eFootball. Если в PES подобных разговоров было намного меньше, как и разговоров о гандикапе, хоть тот и присутствовал, все-таки с появлением на свет eFootball этих разговоров стало намного и намного больше. И в рамках данного ролика предлагаю вновь окунуться в дискуссию и с вами порассуждать, насколько сильно влияет донат на игру в eFootball 2022 и влияет ли вообще, или же это вы просто криворукие играть не умеете. В рамках сегодняшнего ролика и постараемся разобраться. Я рад вас приветствовать, не забывайте поддерживать видео лайками и своими комментариями, это способствует продвижению. Ну и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Итак, стоит начать с того, что мы имеем под донатом и невозможностью играть. Некоторые считают, что если люди жалуются на донат, то они именно жалуются на сборку состава, что невозможно собрать адекватный состав. Но это далеко не так. На данный момент в eFootball присутствует множество способов, как можно собрать неплохой состав ни разу не донатя. Что уж говорить, когда в игре присутствуют цели, за которые даются множество различных ГПшек. Да и даже те же самые игроки. Пожалуйста, отпускай и получай за них ГПшки. Покупай других игроков. С этим проблем нет. Более того, опять-таки прокачанные футболисты иногда ничуть не хуже донатных игроков. Однако встает вопрос о прокачке футболистов, поскольку очки прокачивания, как вы понимаете, они не бесконечные. Но разговор не об этом. Собрать состав в eFootball не так уж и трудно. А вот что касаемо игры против донатных составов. Здесь на самом деле все варьируется от вашего соперника. Я так скажу, донатные составы это на самом деле та еще обманка, поскольку иногда попадаются прям дикие донатные составы, где каждая позиция это тот или иной донатный игрок. Однако с такими игроками нередко бывает легко играть, потому что, не знаю, может быть они играть не умеют и поэтому настолько дуболомно играют, забегая вперед, пиная вперед, особо не катая мяч, и с такими на самом деле и вправду нетрудно играть. А есть те игроки, которые и катают неплохо, и состав бомбовый, и вот с такими на самом деле уже играть намного тяжелее. Даже если ваш состав немного уступает по совокупной силе, ну там где-нибудь на 100, на 150, на 200, но при этом у вашего соперника полностью донатный состав, то у него есть небольшое преимущество. Лишний отскок в его сторону, там вратарь потащит и тому подобное. Еще один пример это сборка двух составов, один бесплатный, другой платный. И яркий тому пример один из южноамериканских блогеров, которых собрал два подобных состава. Один был бесплатный с стандартными игроками, другой был платный. И что вы думаете? С бесплатным составом было труднее обороняться. У игроков был хуже отклик, нежели у тех, кто был в донатном составе. Более того, донатный состав, он не был укомплектован, то есть он не был прокачан, не были прокачаны стили игры. Некоторые игроки вообще ему не соответствовали, но тем не менее игроки были все донатные. И они игрались намного лучше и приятнее, нежели стандартные игроки. А посему мы приходим к тому, что все-таки донатный эффект в игре есть. Для кого-то он чувствуется больше, для кого-то чуть меньше. Но факт его существования отрицать нельзя. Оно в принципе и не удивительно, ведь донат это не просто так возможность купить какую-то цветную карточку. Нужно же еще и показать игрокам, как сопернику, так и действующему игроку с этими донатными карточками, что он потратился не просто так. И это в принципе очевидно. Просто всему есть предел, скажем так. И тут мы постепенно приходим к гандикапу, который уже в свою очередь не зависит от донатных игроков в составе того или иного игрока. Гандикап в игре присутствует и работает он по-разному на самом деле. Когда-то вам может вести, когда-то может вести сопернику. Иногда может получиться так, что повезет вам, несмотря на то, что у соперника донатный состав, но зачастую получается так, что повезет сопернику. Опять-таки все зависит от того, как этот самый соперник играет. Если он играет плохо, то гандикап может сжалиться и даже поможет вам, а иногда и наоборот. Поэтому нередко происходят такие ситуации, когда донат вместе с гандикапом сливаются в одну кучу, и игроки начинают путать, что здесь происходит на экране. То ли здесь не удается забить из-за того, что вратарь топовый, какой-нибудь Кан на воротах, или это гребаный гандикап, который не позволяет распечатать эти несчастные ворота. Я более чем уверен, что данный ролик никак не повлияет на эти множественные споры о том, влияет ли как-нибудь донат на игру или же нет. Однако я надеюсь, что он хоть как-нибудь, но проясняет ситуацию для некоторых игроков, которые задавались теми или иными вопросами по поводу доната. И если это так, то я надеюсь, что вы поддержите это видео своими большими пальцами вверх, ну и в комментариях поделитесь своим мнением по данной теме. Если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений.
Ну а у меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр данного ролика и желаю вам всем приятной игры. Вне зависимости от того, играете вы в eFootball или же в PES. Всем удачи, дорогие друзья, и до скорых встреч.